Вы упоминали о том, что количество эффектов Манделы будет увеличиваться. Это после 2025 года или все просто продолжится, как сейчас? Просто продолжится. Оно просто накапливается. Имеется ли у вас лучшее понимание того, что это такое, откуда появилось и почему такое происходит? Да, чем ближе мы к солнечному событию, тем больше это затрагивает время, пространство и пространство-время, и начинают происходить такие аномалии. Вот почему даже самые продвинутые инопланетяне, такие как новые хранители, не могут назвать нам точную дату солнечной вспышки, поскольку когда происходит солнечная вспышка, знаете, ведь Солнце и есть двигатель времени внутри нашей темпоральной сферы. В какой-то момент вы описывали, что временные линии пребывают в виде отдельных нитей, ну как веревка. Если Солнце взрывается или делает нечто столь же потрясающее, это создает темпоральную рябь во времени. И на протяжении месяцев и месяцев вы не можете реально разделить волны. Время становится, я не знаю, как это описать. Происходит темпоральное, гравитационное событие, которое делает невозможным указать точное время события даже для очень продвинутых инопланетян. То же самое, что приводит к этому событию. В общем, происходящие мелкие события влияют на время и дают нам эффекты Манделы. Тогда связаны ли эффекты Манделы со слиянием или переплетением определенных временных линий разными способами? Думаю, да, потому что прямо сейчас мы как бы просто прыгаем по временным линиям. Мы не прыгаем к чему-то кардинально хорошему или кардинально плохому. В общем, мы выбрали направление, в котором пребываем, но это направление обладает разными вероятностями, и мы как бы прыгаем в них. И пока оплетка все туже и туже сплетается с солнечным событием, ситуация все больше и больше обостряется. Затем, после солнечного события, будет происходить прямо противоположное. Время начнет как бы расплетаться, и начнут происходить разные темпоральные опыты. Вы говорили, что начиная с 2028 года и по 2033 год, население поверхности будет постепенно знакомиться с концепцией новой инопланетной группы Галактической Федерации миров. И что где-то ближе к 2032 году эта группа будет раскрывать себя, защищая Землю от голографически созданных врагов и предупреждая нас о массовом вторжении в нашу Солнечную систему. В общем, да. Группа Ориона хочет, чтобы Галактическая Федерация вышла вперед и представила себя как находящуюся здесь, чтобы помочь. Вот кое-какие новые технологии. Вот кровати. Вы ложитесь на. И да, это действительно кровать, на которой вам делают инъекцию, содержащую наниты, только вам об этом не говорят. Кровать просто делает их вам. Теперь у вас имеются наниты, чтобы начать строить что-то внутри вас. В общем, они начинают предоставлять устройства, которые якобы сделают вас здоровыми, счастливыми, и они здесь, чтобы помочь. Одновременно они предупреждают нас о приходе группы негативных инопланетян и говорят, что с ними нам нужно сражаться. И мы здесь, что вам помочь. Мы собираемся дать вам технологию. Мы намерены сражаться так упорно, как только можем, но позади вас, поэтому вы просто должны сражаться. Вы берете ядерные ракеты, нацеливаете их и стреляете ими в космос, в приближающиеся корабли, на самом деле этим ужасным врагом, с которым Ангельская Галактическая Федерация хочет, чтобы мы сражались, конечно, будет ГЛН, наши собственные корабли, приходящие, что освободить нас. То есть, они пытаются обмануть нас, народы Земли, втянуть в сражение против наших же собственных людей, приходящих, чтобы нас освободить. Не могли бы вы предоставить больше деталей о том, как будет представляться нам эта группа? Как все будет, инопланетяне, которых мы называем Галактической Федерацией миров? Полагаю, они не представятся этим названием, поскольку им пользуемся мы. Неужели? Да. Я видел сцены, когда они стояли перед большими группами людей в Ватикане и разных других местах, стояли рядом с людьми, которые сидели и говорили это, как бы они себя не называли. Этой инопланетной группе более 50 тысяч лет. Она обладает знанием о том, что происходит,
и привносят его нам. Тогда на нашей планете закончится война. Мы собираемся жить вместе. А в то же время на другой стороне планеты президент Соединенных Штатов будет говорить: это такие-то и такие-то, и будет представлять этих людей населению. И мы просто медленно начнем получать больше и больше, видеть их больше и больше, доверять им все больше и больше, поскольку, знаете, эта группа называется Галактическая Федерация. Когда они впервые появились, я был немного скептиком, но моя бабушка, они просто. Она легла на кровать и стала выглядеть на 50 лет, когда на самом деле ей было 90. Это потрясающе. Мне все равно, они хорошие. Затем они просто отберут суверенитет и отправятся за другими игрушками. Многие люди на планете будут на них молиться, становиться их жертвами и торговать своим воспринимаемым органическим страданием за технологическое спасение. Считаете ли вы, что на этой планете уже есть много групп, которые постепенно представляются как военные или религии? Я так не думаю. Полагаю, прямо сейчас люди из тайных обществ и старых религий имеют доступ к этим инопланетянам. Конечно, в сообществе есть люди, к которым подбираются весьма лживые инопланетные группы, и люди в сообществе говорят: «Я просто хочу встретиться с инопланетянином. Просто хочу встретиться с одним». А потом перед ними появляется один и говорит: «Я здесь, чтобы тебе помочь». Люди реагируют: «Для меня этого вполне достаточно. Что там у вас?» А затем становится марионеткой того инопланетянина, не задавая никаких вопросов и извергая всю люциферианскую, трансгуманистическую информацию как нечто новое, любовь и свет. Прямо сейчас на этой планете очень страшно наблюдать, как люди с хорошими намерениями падают столь низко. Да. Есть ли у вас какие-нибудь рекомендации? Знаете ли вы, как отличить хороших парней от плохих, если такое происходит? Нашему эго хочется думать: ну, мы особенные. Вот почему они пришли ко мне. На самом деле позитивные инопланетяне приходят к вам в ваших снах. Или с помощью вашего высшего «я». Прежде чем приблизиться к вам физически, они получают разрешение. Любой инопланетянин, который просто приближается к вам физически, не пройдя через разные протоколы, и начинает толковать о любви и свете: «Я не знаю». Это очень трудно, если вы не являетесь кем-то, прошедшим через программы, через которые проходил я, и соответствующую подготовку, когда я был ребенком, которого постепенно представляли тем существам. Я не могу давать советы. Вы обязательно попадетесь на удочку. То же самое происходит с психопатами. Да, вы обязательно попадетесь на удочку. Простите. Как и любой в этом сообществе, если прямо сейчас в вашей комнате появляется инопланетянин и говорит: «Меня послала сюда Галактическая Федерация. Ты избран, чтобы доставить мое послание». Развитие людей на этой планете, их эго сразу же становится коррумпированным. Они будут рассматривать все по-другому, чем видели естественно, когда были нормальными. Это повлияет на их психологию, и они просто попадутся на удочку. Такое происходит сплошь и рядом. К счастью, такое случается не так уж часто, не так ли? Как вы думаете, все изменится по мере того, как в контакт начнут вступать все больше и больше людей? Не знаю. Уверен, им придется начать строить сознание, чтобы подготовить нас к тому, что мы будем видеть их в телевизионных шоу как вид представления, а они будут обрабатывать нас. Они не хотят нас шокировать. Это будет подготовка. Поэтому да, они будут использовать полных благих намерений контактеров, ученых и других людей, чтобы они, исследователей, которыми смогут манипулировать. Да. Вижу, вы говорите, что они станут постепенно представляться нам с 2028 по 2033 годы. Открытое представление произойдет в 2032 году. Полагаю, это потому, что мы пребываем в конце сценария последней игры. Да. Да, им нечего терять. И в настоящий момент все соглашения Мухаммеда и все. Подписанные договоры о невмешательстве в цивилизацию, договоры о том, что они не могут влетать в наши небеса, не могут приходить и ходить среди нас, поскольку это будет влиять на наше развитие как массового сознания.
В общем, имеются все виды космических законов, не позволяющих им это делать. Но в настоящий момент они собираются нарушить все виды космических законов. Их это не волнует. Как вы сказали, это конец игры, и они знают, что вот-вот произойдет солнечное событие и появится человеческая армада. Это конец игры. Возможно, мне удастся связать концы с концами. Думаю, в 2018 году и в обновлении под названием «Выживание в переходный период» вы кое-что говорили о том, как драконийцы, рептилоиды, будут прятаться во внутренней земле и уходить в некий вид темпорального пузыря или чего-то еще, чтобы скрываться там, когда случится солнечное событие. Поэтому мне интересно, как вы связываете точки. Вы говорите, что во внутренней земле все время будут войны, пока оно не произойдет. Почти похоже на то, что они поместят себя в ограниченное пространство. Ну да. Темпоральные пузыри, которые они создадут, очень похожи на те, которые есть у Эншер. У Эншер имеются. Знаете, временная линия меняется так сильно, что они могли бы просто не существовать. Поэтому они помещают всю свою цивилизацию внутри темпорального пузыря или нулевой зоны, туда, где у них есть свое собственное время, пространственно-временная увязка. На них не влияет ни Земля, ни солнечная вспышка, ни все происходящее. Это почти как другое фазовое измерение. Другие инопланетные группы. Вот почему мы не можем. База Ориона на Луне. Мы не можем просто выстрелить туда ракетой, взорвать ту часть на Луне и сказать: вот и ладно, большой фрагмент Луны исчез. Именно там они и были. Все закончилось. У них есть темпоральные места типа ряби, в которых располагаются их базы. Мы могли бы добраться туда, ходить и не видеть ничего, кроме просто туннелей и трещин под землей. Для нас это выглядит естественно. У них есть разлом в другом измерении, там находится целое сооружение. Вам следует знать, как попадать в эти темпоральные. Вы можете попадать туда и захватывать их, но именно это и есть ад. Ад – это зона темпорального разлома, созданная нами. И когда мы умираем, мы посылаем себя туда, поскольку ад создало наше массовое сознание. Так все и происходит. Разные инопланетные группы тоже могут создавать такие темпоральные разломы, чтобы в них существовать, иметь базы внутри, и до тех пор, пока человечество. Они защищены от нас. О, да! В любом случае все есть сознание. Вся эта вселенная, когда вы смотрите на космическую паутину, когда вы смотрите в некоторые телескопы, посредством которых нанесена на карту космическая паутина, она выглядит как нейроны и таковыми и является. Это на самом деле нейроны, пребывающие в процессе мышления. И когда они думают, проявляются и входят в существование материя, плазма и все остальное. Мы представляем собой гигантскую мысль внутри мысли, проявляющуюся внутри существа, которого мы даже не можем себе представить. Мы не в состоянии вообразить его себе потому, что находимся внутри его ума и его восприятия. Мы особенные. Вы, я, мы являемся этим существом, каждый из нас обладает индивидуальными опытами забывания, что мы и есть Бог-творец, пребывающий внутри той мысли. Это почти как видеоигра. Поэтому все нереально. Оно реально для нас внутри мысли, но на самом деле ничего из этого нереально. Все это – грезы, большая мысль одного бесконечного Творца.